Такие вот красивые вещи мы делаем, дополняя ковку, настоящую ручную ковку литыми элементами. Мы это производственная компания «Металлист». Меня зовут Дмитрий. Здравствуйте. Речь в основном пойдет о кованых перилах, хотя, конечно, эти элементы можно и должен применять в любых направлениях, будь то козырьки, ворота, кованая мебель. Вот пример сзади. Просто в перилах и ограждениях, как мне кажется, они наиболее уместны и востребованы. Ограждения лестниц, перил, балконов, они, как правило, в дизайне выступают самостоятельным декоративным элементом и не обязаны напрямую перекликаться с мебелью и архитектурными излишествами. В то время как мелкие предметы, будь то предметы мебели, они все-таки должны с чем-то напрямую перекликаться, они должны собой представлять все-таки часть ансамбля. Все это на сайте есть, на сайте очень подробное описание. Но описание никто не читает, естественно. В комментариях пишут, и по телефону спрашивают, откуда вы все эти элементы берете, где вы их покупаете. Решил я снять еще раз коротенькое видео, пробежаться по основным положениям. Литье мы производим сами, обеспечиваем собственные нужды, кое-что мелким оптом продаем. Занялись мы этим безобразием около 6 лет назад. Побудителем явилось желание добавить перилам объем. Какие-то массивные внешние детали вплести в легкое кружево кованых изделий. Многие вещи, конечно, можно выполнить кузнечным способом, но эти вещи будут плоскими, либо контурными, либо иметь острые грани, что применительно к перилам и ограждениям, в общем-то, не всегда допустимо. За редким исключением, литье не имеет изнаночной стороны. Я уже сказал, что оно объемное, достаточно богатая детализация, но при этом далеко не зеркальная поверхность. Это сделано для соответствия художественному уровню кованых изделий. Потому что гладкое зеркало, конечно, бы явно дисгармонировало с общим стилем ковки. Некоторые элементы нарочито массивные, но при этом достаточно изящно смотрятся в готовом изделии. Вот такой вот пример. Опять же, ковка в сочетании с литьем образует такой очень нетривиальный стиль. По крайней мере, я со своим опытом и при всем богатстве интернета встречал такое крайне редко, нечто похожее. Мы, в общем-то, абсолютно не претендуем на революцию в области дизайна кованых ограждений. Но определенно у такого рода стиля, такого рода направления дизайна есть будущее. К сожалению, на сегодняшний момент мы не смогли донести свое предложение до широких потребительских масс. Но этому есть ряд причин. И в первую голову, конечно, то, что экономическая обстановка сегодняшняя, сами знаете, абсолютно не способствует. Что касается ковки, все, наверное, более-менее ясно, как говорится, не раз уже говорено. Чуть подробнее остановлюсь на процессах производства литых элементов. Следуя определенным задачам, идеям дизайна, скульптор делает модель из гипса, должен учитывать здесь массу факторов, как общий размер изделия, сложность поверхности, все поднутрения поверхности
иначе в последующем модель просто невозможно будет отлить или не достанешь ее из формы. Требуется сделать данную модель из воска для того, чтобы ее заформовать перед отливкой. Для этого с модели из гипса снимается силиконовый оттиск. Опять же, полностью разъемные все эти формы с учетом всех вводных. Воск этот заново, значит, формуется в гипс уже с наружной части, которая служит, значит, опорой силикону мягкому. В эти формы заливается воск, после чего гипс убирается, силикон убирается, воск достается, обрабатывается, подготавливается, доводится до ума. Потом модели из воска формуются в ХТС. ХТС это холодно-твердеющие смеси, по сути кварцевый песок с разного рода химией. Воск удаляется из этих форм. Сложные формы могут состоять из 3-4 совмещающихся сегментов. После в них уже заливается металл, достается из форм, обрабатывается. Форма ХТС одноразовая. В общем, пока мы вышли со всеми вот этими вот вводными на приемлемый количественный уровень брака, ну, прошел, честно сказать, не один год для того, чтобы сделать какого-то рода ассортимент. К тому же, конечно, в каждом модельном ряде должно быть несколько изделий, чтобы оформить в итоге полноценное какое-то произведение, там, эти ограждения перила. Чтобы рисунок был полноценным, должен быть листик поменьше, листик побольше, какого-то рода цветочек, развязка, розеточка в едином стиле, для того, чтобы, соответственно, каким-то образом гармония была. Конечно, затевая весь этот балаган, одной из целей было желание ускорить процесс производства и удешевить богатого вида изделий. Должен признаться, этого не вышло, особенно в плане удешевления, по крайней мере настолько, как планировалось. Процессы очень трудоемкие. Один литейщик с достаточным опытом сможет за день заформовать 3, 4 вот, среднего уровня сложности детали, а это далеко не конец процесса. При наличии высокого уровня спроса на эти изделия, конечно, можно было бы кое-что усовершенствовать, а то и автоматизировать, а соответственно и удешевить. Но пока об этом речь не идет, пока об этом мы только мечтаем. Далее о материалах. Эпоксидные смолы на ранних этапах нами были отвергнуты, как не оправдавшие надежд. Значит, несмотря на все достоинства, на простоту в обращении, с металлом они не женятся. Даже при армировании для наших целей они не годятся в силу хрупкости. Чугуном другая песня. Хотелось бы. Но в масштабах малого производства, без мощного специализированного оснащения, лить чугун крайне нерентабельно, почти невозможно. Остается бронза и алюминий. Бронза и алюминий. Бронза — материал классный, но тяжелый и дорогой. Опять же, красить бронзу — это просто кощунственно. Очень прям хочется ее отполировать, если с ней работаешь, значит, чтобы она блестела, вот как у него вот они. Значит, но при этом полировка будет создавать явную дисгармонию с коваными изделиями, она просто с ними не сочетается, выглядит как, извините, босяцкие понты.
Так алюминий со всех ракурсов более выгоден. Металл легкий, обрабатывается он хорошо, усадку дает адекватную, поверхность хорошо идет в окрас. Значит, для наших целей, уже говорил, абсолютно неприемлема поверхность зеркальная, абсолютно не нужна ювелирная детализация. Все эти изделия должны хорошо читаться глазом с расстояния 2-10 метров. Поэтому не скажу, что какая-то легкая асимметрия и кривизна приветствуется, но она вполне себе допускается и, мало того, даже подчеркивает все прелести ручной работы, изделий ручной работы. Для крепления используем клей, в основном пользуемся плексусом. В предыдущих видео описание есть, сейчас на этом останавливаться не буду. Крепление надежное, временем уже проверенное, в уличных условиях, кстати, тоже. Опять же, никакой сложности нет сделать дополнительные механические крепления, как то шпильки, резьбовое соединение, нет здесь проблем. Значит, сложного здесь тоже ничего нет. Что по итогу у нас получается, можно видеть в выставочном зале. Находимся мы в Одинцово. В ближайших планах есть желание снять небольшой обзорчик по залу. Как соберусь, так с вами поделюсь. Надеюсь, на некоторые вопросы я вам ответил. Если есть неясные моменты, пишите, звоните. Обязательно нажмите палец снизу и подписывайтесь. Я все-таки старался. Всего вам хорошего, до свидания и не болейте.